Всем привет! Сегодня будет необычное видео. Я немного приоткрою закулисье нашего канала и расскажу обо всей технике, которую мы используем для съемки видео. О камерах, стедиках, звуке и еще немного о нашей работе. Начну с самого главного – наших камер. Тут мог бы быть длинный рассказ о том, сколько камер у нас было всего за 9 лет. Но на самом деле история простая. Хоть канал и создан еще в 2009 году, наша команда, которая сейчас снимает обзоры и большую часть контента, начала формироваться около 4 лет назад. И тогда нашими первыми камерами стали две Panasonic Lumix GH4. Взяли их, как только они появились. Эти камеры нас более чем устраивали. Выдавали очень хорошую картинку с высоким битрейтом и, главное, писали 4К. Тогда еще мало кто снимал видео с таким разрешением. Причем GH4 были актуальны вплоть до середины прошедшего года. То есть где-то 2,5 года они честно отработали. Потом мы стали снимать больше контента, чаще покидали тепличные условия магазина, и их уже не хватало. По большей части в плане светосилы. Поэтому обновились до Lumix GH5S, которая вышла специально для видеомейкеров. Она стала второй нашей камерой. На нее мы снимаем и сейчас. GH5S тоже работает в паре, потому что оператора у нас два – Дима и Никита. И бывают они параллельно пишут разные видео, так что у каждого есть своя. Камера отличная. Все, что нам от нее нужно, она выполняет. В первую очередь GH5S намного лучше себя чувствует при плохом освещении. Сейчас мы делаем всякие скетчи, посещаем выставки, проводим рум-туры и часто нет возможности притянуть с собой свет. Но Panasonic это не смущает. Пишет годную картинку при любых условиях. Ребята спокойно задирают ISO до 5000, иногда до 6400, при этом шумов почти нет. Да и в целом картинка что надо. Также иногда используем максимальные настройки качества с битрейтом 400 мегабит. Снимаем в 4К 60 FPS, 10 бит и vlog видео. За последнюю опцию раньше нужно было доплачивать, а тут она есть из коробки. Так что есть возможность снимать ролики с широким динамическим диапазоном для последующей покраски. Еще из мелочей нравится опция записи сразу на две карты памяти. Мы либо делаем бэкап на вторую карточку, либо спокойно пишем многочасовое видео, например, когда сверху снимаем готовку для канала бытовой техники. Когда место заканчивается на одной карточке, камера автоматом продолжает на вторую. Также во время готовки используем слоумо. Тут до 240 кадров в секунду в Full HD. Пожалуй, минусом этой камеры мог бы быть стаб, точнее его отсутствие, но опять же, именно под наши задачи это наоборот плюс. Раньше мы снимали со слайдера. Не совсем удобная штука, кстати. С ней не разгуляешься в плане креатива. Вправо, влево и все. Сейчас же у операторов есть два любимых стаба. В первую очередь это DJI Ronin M. Отличный стаб. Предъявить ему можно только за то, что ручки стерлись очень быстро. А в остальном классное приобретение. Проводки, облеты, наезды. Во всех этих приемах часто используем Ronin. Двух комплектных батарей нам как раз хватает на 8-часовой съемочный день. Еще в качестве стаба используем плечевой упор Alitec TR.EN. Его мы берем, если хотим сделать динамичную картинку с киношной тряской. Также пакуем упор на выставки и иногда куда-нибудь на выездные съемки. Все-таки он компактнее Ронина. Статичную съемку ведем со штативов Benro A572T. Это и стендапы, и проводки мелкой техники, где Ронином не подойти. Да, еще забыла упомянуть объективы. Все от Panasonic. У нас достаточно универсальный набор из нескольких 25-мм, пары 14-140 и одного ширика 7-14 мм. Кадры с последнего лично мне нравятся больше всего. Следующая полезная штука в арсенале – внешний монитор для камеры фирмы Lilliput. Он существенно экономит время, потому что тебе не нужно по 100 раз пересматривать отснятые дубли, чтобы убедиться, что все нормально. На мониторе картинку видно гораздо лучше. Снимаешь и сразу контролируешь итоговый результат. Это удобно. Особенно, когда пишешь что-то лайвом, интервью, например. Свет. Как я уже сказала, мы стали чаще выбираться на выездные съемки и в этих случаях берем с собой накамерный. А вот если снимаем здесь, в магазине, то ставим один, максимум два Menic MM8D или комбинируем с софтбоксом. Занятие не из легких, потому что выносить, расставлять его приходится каждый раз по новой, но результат того стоит. И последний момент, о котором хочу рассказать – запись звука. Для интервью у нас есть микрофон Audio-Technica ART6550. Звук годный, свои задачи микрофон выполняет, а большего от него ничего и не нужно.
Еще до полноценных обзоров мы делали простые видеодемонстрации с закадровым голосом. Звук писали через популярный тогда рекордер Zoom H1 и подключенный к нему микрофон аудиотехника Omni ATR3350. Получалось неплохо. Как только доросли до обзоров, сразу взяли радиосистему Sennheiser EW100G3. Вот вы слышите звук с ее петли. Пользуемся ею и по сей день. Система хорошая, пишет классное качество, и скорость передачи у нее, как говорят наши парни, божественная. Единственный ее недостаток всплыл, когда первый раз поехали в Барселону на презентацию Galaxy S9. Система начала шуметь из-за радионаводок, поэтому пару раз приходилось перезаписывать. Так что, возможно, скоро обновимся на что-то, работающее по Wi-Fi. Вот такую технику мы используем для съемок обзоров, репортажей и вообще большей части контента на нашем канале. Если что-то из этого заинтересовало, задавайте вопросы под видео, постараемся на все ответить. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокол и делитесь своим опытом съемки, если такое есть. На что снимаете и почему выбрали, а также какую вспомогательную технику используете. Пока!